Всем привет и добро пожаловать на канал «Оружие от А до Я», где рассказываю про оружие из разных эпох, его влияние с интересными фактами, о которых вы, возможно, не знали. В этом ролике мы поговорим про одно из великих изобретений, которое изменило человека. Этим оружием был мушкет. Почему люди вообще решили стрелять огнем? Кто придумал первое огнестрельное оружие? Почему мушкет сначала считали плохим оружием? Почему мушкет оказался страшнее лука? Как мушкет повлиял на рыцарей? Как мушкет сделал армии огромными? Почему мушкет изменил человечество? Все это вы узнаете, досмотрев ролик до конца. Англия, начало 16 века. На деревенской поляне стоит мальчик, ему всего 7 лет, в руках длинный лук с него ростом. Он еще не знает, что следующие десятилетия его жизни будут похожи друг на друга. Каждое воскресенье он будет приходить сюда стрелять снова и снова. Английские короли прекрасно понимали одну простую истину: хороший лучник не появляется, его выращивают. Историки нашли останки лучников с затонувшего корабля Мэри Роуз. Их плечи, руки и позвоночник были настолько деформированы, археологи без труда определили профессию этих людей спустя почти 500 лет. Лук менял человеческое тело. Чтобы натянуть боевой длинный лук с усилием более 70-80 килограммов, а то и больше, нужны были годы тренировок, а это вся жизнь человека уходила на то, чтобы стать оружием. И это была проблема. Король мог иметь у себя 1000 луков, но за год обучить 1000 лучников... Каждый погибший мастер означал потерю десятилетий подготовки. Каждая проигранная битва – потерю людей, которых невозможно быстро заменить. В сложившемся тогда дефиците возник вопрос, который изменил всю историю человечества. А что, если оружие станет сильнее человека? Не человек будет годами приспосабливаться к оружию, а оружие приспособит к человеку. На первый взгляд мысль кажется простой. Тем не менее, именно она разделила историю на две эпохи. До нее оружие усиливало мастерство, после нее мастерство стало второстепенным. Несмотря на первые образцы огнестрельного оружия, которые были ужасны, не отличались меткостью, легкостью в обращении и безопасностью, иногда даже были опаснее для стрелка, чем для врага, любой имеющий опыт лучник смеялся над ручной пищалью и имел на то основание. Потом произошел перелом устоев того времени. Вчерашний крестьянин, который никогда не держал в руках меч, лук, уже через несколько дней обучения мог сделать то, на что лучник потратил половину своей жизни, пусть хуже и дольше, но достаточно хорошо, чтобы сражаться. В этот момент родилась новая эпоха. Эпоха, в которой решать исход войны начали уже не самые искусные воины, а те государства, которые могли быстрее вооружить и обучить десятки тысяч обычных людей. Мушкет не завершал историю рыцарей и лучников. Он изменил самое ценное преимущество старого мира – преимущество мастерства. В связи с чем люди однажды решили использовать не стрелы, они решили стрелять огнем. Самое удивительное в истории мушкета то, что его никто не собирался изобретать. Его история началась не с войны, даже не с оружия. Примерно 1100 лет назад китайские алхимики пытались найти эликсир бессмертия. Они смешивали десятки разных веществ, надеясь создать напиток, который подарит человеку вечную жизнь. Сера, древесный уголь, селитра. Обычный эксперимент, который закончился огнем, дымом. Вместо бессмертия они получили вспышку и взрыв. Так появился порох. Ирония истории в том, что поиски вечной жизни подарили человечеству один из самых смертоносных инструментов за всю его историю. Первые десятилетия китайцы вовсе не собирались стрелять из него. Порох использовали для фейерверков, сигнальных огней и религиозных церемоний. Позже появились огненные стрелы, зажигательные бомбы, огненные копья, бамбуковые трубки, выбрасывавшие струю пламени и раскаленные частицы прямо в лицо противнику. При использовании всего этого изобилия пиротехники кто-то заметил интересную вещь. Если положить внутрь трубки не только порох, но и небольшой камень или металлический шарик, то после воспламенения он вылетает вперед с большой скоростью. Проводя дальнейшие опыты в этом направлении, человечество впервые осознало: взрыв можно заставить работать на себя. Это стало революционной мыслью. Тысячи лет человек искал способы стать сильнее, изобрел копья, совершенствовал луки, ковал мечи, сила по-прежнему рождалась в его мышцах и зависела от навыков. С появлением мушкета все изменилось. Впервые оружие получало силу не от человека, а от химической реакции. Это был момент, который невозможно было отменить. Через торговые пути и войны секрет пороха постепенно покидает Китай.
К XIII-XIV веку знания о нем достигают Ближнего Востока, а затем Европы. Здесь мастера быстро понимают потенциал новой технологии. Вместо бамбука появляются железные стволы, вместо камней — свинцовые и железные шарики, а простая трубка постепенно превращается сначала в ручную пушку, затем в аркебузу, позже — в мушкет. И забавно тут следующее. Английский лучник в 15 веке не воспринимал мушкет, и тем более ранние его версии, всерьез, считая чем-то недостойным. Стрелял он дальше, точнее быстрее, и все же именно этой грубой железной трубе суждено было уничтожить оружие, которое совершенствовали почти 70 тысяч лет. Доказав, настоящая сила первого огнестрельного оружия была не в точности и не в дальности. Его главное открытие заключалось в другом. Впервые в истории человеку противостояла не его сила, а сила взрыва. С этого момента назад дороги уже не существовало. Изначальная попытка найти способ продлить жизнь обернулась открытием инструмента по ее сокращению. Если он так величественен, что смог изменить незыблемые устои, почему мушкет считали плохим оружием? Представь себя опытным лучником конца 15 века. Ты тренируешься добрую половину жизни, попадаешь в цель со 100 метров, за 1 минуту выпускаешь 10, а иногда и 12 стрел. Твои движения доведены до автоматизма, ты знаешь свое оружие так же хорошо, как собственные руки. И тут подходят к тебе и говорят: бросай лук, теперь будешь воевать вот этим. Протягивает тебе тяжелую железную трубу. Ты смотришь на нее, она весит почти вдвое больше лука. После каждого выстрела ее приходится заново заряжать. Порох нужно аккуратно отмерить, насыпать в ствол, вложить пулю, протолкнуть ее шомполом, насыпать порох на полку, поджечь фитиль и только потом нажать на спуск. На все это уходило порядка 30 секунд, бывало и больше. За это время хороший лучник успевал выпустить несколько стрел, и это была малая часть неудобств новинки. Начался дождь, порох отсырел. Сильный ветер, фитиль погас. Некачественный порох, свинцовый шарик падает едва ли не под ноги. Иногда оружие вообще не стреляло. Хуже того, первые ручные пищали, и мушкеты время от времени разрывались прямо в руках стрелка. Металл еще не умели делать одинаково качественным. Один пузырек воздуха в стволе, ошибка кузнеца, и выстрел становился последним уже для самого владельца оружия. Неудивительно, что многие профессиональные воины смотрели на мушкет с откровенным презрением. Английские лучники были уверены, что лук всегда останется лучшим оружием. Рыцари считали огнестрельное оружие игрушкой для слабаков. Были полководцы, долго не доверявшие ему. И знаешь что? Они были правы. Если взять плоскость сравнения оружия с оружием, мушкет действительно проигрывал. Ввиду своей недальновидности совершили одну ошибку. Лучники, да и рыцари, сравнивали мушкет с луком. А нужно было сравнивать лучника с крестьянином. В этом сравнении произошло то, чего никто из них тогда еще не понимал. Вырастить одного мастера стрельбы из лука требовались десятки лет. Научить человека пользоваться мушкетом иногда хватало нескольких недель. В этот момент противостояние перестало быть соревнованием лучших мастеров. Оно стало соревнованием государств. Потому что побеждать начал не тот, у кого было больше мастеров, а тот, кто быстрее ставил под ружье десятки тысяч обычных людей. Исходя из этой точки зрения, вопрос уже не в меткости, а в том, какое оружие быстрее создает армию. Как пример, два правителя. Первому объявили войну. У него 1000 великолепных луков, и почти нет людей, способных ими также великолепно пользоваться. Даже если сейчас раздать луки крестьянам, через месяц они все еще будут промахиваться. Через год начнут стрелять терпимо, а настоящими лучниками они станут только спустя долгие годы упорных тренировок. У второго правителя тоже не все гладко. Его мушкеты несовершенны, медленные, тяжелые, часто дают осечку. При этом уже через несколько недель вчерашние ремесленники, крестьяне и торговцы могут стоять в строю и выполнять команды. Тут становится ясно, войны выигрывают не лучшим оружием. Их выигрывают оружием, которым можно быстро оснастить людей тысячами, и те будут эффективны. Именно поэтому мушкет оказался опаснее. Был еще один удар, от которого старый мир уже не оправился.
Представь европейского рыцаря начала 16 века. На нем лучшие латы своего времени. Над его доспехами кузнецы работали несколько месяцев. Мало временных затрат, так они еще и стоили. Столетиями такая броня была символом богатства, власти и почти гарантированной защиты. Теперь все изменилось. Человек, напротив, не дворянин, не прославленный воин, обычный пехотинец, в руках которого тяжелый мушкет, нажимает на спусковую скобу, и свинцовая пуля пробивает то, что защищало сотни, тысячи лет. В этот момент погибает не рыцарь, погибает сама идея, что происхождение и годы тренировок делают человека непобедимым. Мушкет впервые сделал смертельно опасным человека без выдающегося мастерства. И, наверное, именно в этот момент история перестала принадлежать великим воинам. Она начала принадлежать тем государствам, которые быстрее остальных принимали новые технологии. Переломный момент, произошедший на севере Италии 24 февраля 1525 года неподалеку от города Павия, навсегда изменил дальнейший ход сражений. Над полем боя стоит густой туман, слышен топот сотен лошадей. В центре армии французская тяжелая конница, лучшие рыцари Европы, люди, которые с детства жили одной мыслью – побеждать. Их лошади закованы в броню, на самих рыцарях стальные латы, изготовленные лучшими оружейниками своего времени. Одним словом, элита войск того времени. Поколениями именно такие люди решали исход сражений. Когда тяжелая конница переходила в атаку, боевой дух людей часто ломался еще до первого удара. Казалось, так будет всегда. Во главе войска сам король Франции Франциск I. Как и многие правители той эпохи, он сражается рядом со своими людьми. Перед французами стоят войска императора Карла V, среди них много испанских аркебузиров. Стрелки, для которых стрельба с огнестрельного оружия стала уже профессией. Рыцари смотрят на них почти с насмешкой. Что могут сделать несколько человек с дымящимися железными трубами против закованных в сталь всадников? Звучит команда. Французская конница начинает атаку. Земля дрожит под топотом копыт, расстояние быстро сокращается, и вдруг раздается первый залп, за ним второй, третий, поле боя скрывает густой дым, лошади начинают падать, рыцари один за другим падают вместе с ними, тяжелые доспехи, которые веками защищали от стрел и мечей, больше не дают прежнего преимущества. Пуля не спрашивает, сколько лет ты тренировался, она не знает, что перед ней защищенный стальными латами всадник, ей все равно. Через несколько часов битва заканчивается, французская армия разгромлена. Сам Франциск I попадает в плен, событие, которое потрясло всю Европу. Позже он напишет своей матери знаменитую фразу «Потеряно все, кроме чести». На самом деле в тот день Европа потеряла гораздо больше. Она потеряла веру в то, что рыцарь — вершина военного искусства. После Павии настало время перемен. Конечно, рыцари не исчезли за один день. Они еще будут воевать, побеждать, совершенствовать доспехи, но история уже сделала свой выбор. При Павии погиб не последний рыцарь. Там погибла эпоха, в которой мастерство одного человека было важнее технологии. Именно поэтому мушкет уничтожил рыцарей. Не потому, что был идеальным оружием, а потому, что впервые доказал всему миру, каким бы искусным ни был воин, теперь есть человек, которому достаточно одного точного выстрела. Преимущество мушкета над хорошо бронированным войском очевидно, при этом мушкет все еще медлителен. Против лучников мушкетеры несли большие потери. Очевидным решением стало увеличение численности армий. Представь европейского короля 16 века. На его страну движется вражеская армия. Ему срочно нужно собрать войско. Еще 200 лет назад ответ был бы очевиден. Нужно звать рыцарей. Каждый приведет своих людей. Кто-то приедет с копьем, кто-то с луком, кто-то со своим мечом. Но теперь все работает иначе. Король уже не спрашивает, где лучшие воины. Он задает совсем другой вопрос. Сколько людей мы можем вооружить до конца месяца? Именно здесь рождается современная армия. До этого момента войско состояло из мастеров своего дела – лучников, рыцарей, опытных наемников. Каждый из них был ценен сам по себе. Потеря сотни таких бойцов могла ощущаться годами. Теперь главным становится совсем другое – количество. Если вчера государство могло выставить 10 тысяч хорошо подготовленных воинов, то сегодня оно уже способно поставить под ружье 50, а завтра – 100 тысяч человек. И дело не в том, что люди стали храбрее или мушкет точнее, а в появлении возможности быстро превратить обычного человека в солдата.
Мушкеты повлияли и на экономику. Кузнец 16 века всю жизнь кует мечи. Каждый клинок требует недели работы. Каждый по-своему искусство, а стало быть, не конвейер. Все изменилось в 17 веке. Фокус смещается от производства легендарных мечей к изготовлению одинаковых мушкетов, один за другим, почти как на современных заводах. Война перестает быть ремеслом, она становится производством, и чем больше страна могла изготовить оружие, тем сильнее становилась ее армия. Удивительные изменения произошли не только на поле боя, но и в головах правителей. Они поняли, главная сила государства теперь не горстка благородных рыцарей. Главной силой стал собственный народ – крестьяне, ремесленники, купцы, люди, которых раньше почти никогда не считали настоящими воинами. Именно мушкет впервые дал государствам возможность опереться не на феодалов, а на тысячи обычных подданных. По сути, он начал разрушать старую феодальную систему, ведь если король может собрать армию без помощи рыцарей, то очевидный вопрос, а насколько вообще теперь нужны сами рыцари? Именно поэтому историки считают, что мушкет изменил гораздо больше, чем военное дело. Он изменил баланс власти, изменил устройство государств и сам принцип, по которому строились армии. И, возможно, именно в этом заключается его главное наследие. До появления мушкета армии создавали великих воинов. После его появления великие государства начали создавать армии. Выходит, мушкет при всех своих недостатках изменил человечество. Тысячи лет сила принадлежала человеку. Чтобы стать лучшим воином, нужно было посвятить этому жизнь. Учиться владеть мечом, тренироваться с луком, закалять тело, передавать мастерство от отца к сыну. Все это потеряло смысл и исчезло. Не за один день, но именно мушкет впервые показал, исход боя все чаще стал зависеть не от человека, а от технологии, от организации производства. После появления огнестрельного оружия мир начал стремительно меняться. Появились постоянные армии, начали строиться огромные оружейные мастерские. Государства стали собирать больше налогов, чтобы содержать тысячи солдат. Даже крепости пришлось строить по-новому, потому что старые стены больше не выдерживали артиллерию. На первый взгляд кажется, что все это не связано с одним тяжелым мушкетом, но именно из таких незаметных изменений складываются настоящие революции. Иногда история меняется не потому, что появляется великий полководец, а потому, что кто-то изобретает новую технологию. Историки называют появление огнестрельного оружия одной из главных военных революций в истории человечества. Но знаешь, что мне кажется самым удивительным? Когда мы говорили о копье, человек научился защищаться. Когда появился лук, человек научился охотиться на расстоянии. Меч сделал противостояние личным. Он связывал двух людей, стоящих напротив друг друга. Именно поэтому мы до сих пор считаем его символом чести, мужества и героизма. Появление мушкета разорвало эту связь. Теперь побеждал не искусно владеющий оружием воин, а тот, у кого было лучшее оружие. И, возможно, именно в этом заключается главный перелом всей истории. До появления мушкета человек создавал оружие, чтобы стать сильнее. После появления мушкета оружие начало менять самого человека. Подпишись, тут интересное об оружии.